Ну что, привет всем! Наконец-то долгожданная серия с нашей Колхидой и 66-м. Сегодня мы попытаемся сравнить две, по сути, несравнимые машины, но всем интересно, как они будут показывать себя в условиях полевых, бездорожья и, возможно, болота. Эти машины абсолютно разные, в то же время одинаковые, создавались советскими инженерами, но совсем разное предназначение у них. Погода у нас, к сожалению, ужаснейшая. Надеюсь, нам получится снять для вас что-то интересное. Немножко где-то будет мешать то ветер, то снег, но вы не обращайте внимания, запасайтесь хорошим настроением. Ну, а мы постараемся максимально показать разницу в этих тачках. Машина одна сельхозник, вторая машина военного предназначения. Но принципиально они очень интересные для сравнения. Я думаю, вы со мной согласитесь. Огромная благодарность за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать наш канал, то обязательно проходите по ссылке под этим видео. Обратите внимание на тип подписки «Фанат Custom Truck». Очень классная подписочка. Ну а мы приступаем, по сути. Так что всем приятного просмотра. Ну и начинаем мы с того, что нам нужно подкачать немножко топлива в колхидку. И после этого будем запускать мотор. Леш, надо перемычка на АКБ. Что мне сказать? А что это сказать? Ну, что-нибудь сказать. Подкачали солярки, надеемся, заведем. Проблема, друзья, которая у нас сейчас предстоит, это отсутствие печки в колхиде и отсутствие щеток, ну, дворников, да. Как мы с этим будем бороться, пока я не знаю, но надеюсь все-таки, что все будет нормально. Но погодка не очень такая, блин. Может возникнуть опасная ситуация с этими клеммами, блин. Заливаем антифриз на всякий случай. Смотрите, у нас уникальная система. Если открываешь кран вправо, то у нас плывет вода, а если влево, то антифриз. Попробуйте, возможно, у вас точно так же. Благодаря тому, что я отработал на заливочной станции 20 лет, я могу залить ни капли не пролив. Берем с собой запас, потому что подтекает немножко радиатор в колхиде или что-то там непонятно. Ну, лучше возьмем. Друзья, ну 1-0 в пользу Шишиги. Она, во всяком случае, запустилась идеально. И ничего из нее не потекло, в отличие от колхиды. Сейчас заправляем колхиду и, в принципе, подкачаем колесики передние и будем выезжать, пробовать. Ни капли мимо. Драгоценное топливо. Очень дорогие выезды нынче стали. Раньше, конечно, мы могли больше позволить себе покатушек. Течь у колхиды самоустранилась, не знаю, что-то подогрелось, и она перестала плыть прям ручьем. Поэтому Шишига полбалла все-таки заработала, наверное, чуть-чуть нечестно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока что 0,5-1. Будем так считать. Поехали! Друзья, мы готовы. В принципе, техника на мази. Сейчас будем выезжать в заброшенную деревню. Меняем локацию. Вы так любите, когда мы меняем локацию. Вот мы решили в этот раз поменять. Ну, что, Леша, думаешь, как Шишига? Лучше, чем колхида? Я думаю, что Шишига все-таки лучше. Это легенда Советского Союза. Здесь блокировочки включаются очень легко пониженные и повышенные, а в КАЗе Дима будет вылазить и крутить головкой. И то не Нет, КАЗ лучше, Леша. Ну, подумай сам. Ураловская резина,
КамАЗовский мотор, мощнючий, он просто будет разрывать бездорожье. А что это шишига? Посмотри, маленькая. Нет, шишига- Передачи сзади неудобно, ты не будешь успевать. Я на колхиде чик-чик-чик-чик-чик и мимо. Чик-чик, это я на шишиге. Не, Вот в сейчас и общем, это выясним. шишига это уже древний век. У нас новый этап, колхида, посмотри, какая она больше. Она в 2 раза шишига больше, чем крутая, эта вот эта А, тема. ничего ты не понимаешь. Вы еще подеритесь. Все, сейчас выясним. Ладно, все, давай, значит, выясним сейчас, как это что и будет. Давай, поехали. Поехали. Ну что, друзья, первые километры прошли успешно относительно. Ну, колхидка лупит, непонятные звуки в кабине, что-то трещит, там спидометр, тахометр не работает, но нам это не помешает. Сейчас у нас первое небольшое препятствие, а потом будем продвигаться дальше. Ну, вы знаете, стрёмненькое здесь местечко. Местами так, но очень плохо чувствую колхиду. Вообще не чувствую ее, не знаю. То есть едешь, я не чувствую, буксует она, не буксует. Какие-то стрёмные ощущения. Ты сидишь вообще впереди далеко от всей трансмиссии. И, ну, надо привыкать. Но шишига прошла без проблем, это радует. Колхида идет по снегу четко, но к кулисе нужно привыкнуть однозначно. Ну а так интересно.
Друзья, препятствие нам попалось прям вот в точечку. Шишига справилась, а Колхида, ну, испытывала вообще серьезные трудности. Реально, во-первых, мотор сразу прогрелся моментально. Ну и вы сами видите, перед проваливается и не хватает, конечно, передней блокировки. Но, когда я включил заднюю блокировку, абсолютно ничего не поменялось. И это важный момент. Сейчас Леша будет еще трэшить. Пока что эта букашка выигрывает, я признаю, однозначно, блин. Однозначно. Ну, что с этим делать, пока не знаю. Надо искать другое препятствие, пока Леша не пришел. Ну что, Леш? Это ты сальто сделал? Выдвигаемся дальше и будем дальше пробовать испытывать наши тачки. Простите за плохой звук, наверняка вам плохо слышно, но ничего не поделаешь, погода такая, весна, как говорится. Колеса, друзья, у нас спущены, передок точно спущен, зад чуть побольше, и он, к сожалению, не хватает веса. Но мы, когда приедем в заброшенную деревню, мы еще спустимся, потому что нам здесь далековато ехать. Чтобы не терять время на эти накачки долгие, мы зад не спускали. Но на спущенном переде он должен был все равно вытащить. Я не понимаю, почему так, но явно видно, что не хватает передней блокировки. Все, выдвигаемся дальше. Ну, походу 2-0. 2 и 0,5, да. Шишига, блин, зараза, пока что побеждает. Ну ладно, поехали дальше. Вот так едет Колхида, друзья, внутри. К кулисе надо привыкать, к сожалению. Снежная целина, рулевое очень легкое. Вот в этом, конечно, классно. Если сравнивать переключение передач в Шишиге и в Колхиде, я выбираю ГАЗ-66. Все-таки прямое включение в коробку это всегда лучше, нежели чем какие-то кулисы. Смотрите, укатчик стоит. Я думаю, если что, он нас вытащит. Интересно, как бы он по снегу ехал. Нам здесь нужно направо где-то. Примерно здесь. Так это налево. Точно. Короче, приехали мы, друзья. Что-то заглохло Колхида, задолбала, блин. Ай. Что такое? Поворот не выключается. Ну что-то заглохла колесница, я не знаю, что ей надо, блин. А что, на что похоже, на соляру? Надо дунуть в бак. Это счет, друзья, стремится в бесконечность. Еще один балл к Шишиге. Это уже 3-0, блин. Я списываю этих полбалла, которые были у Колхиды. Ну тут как бы... Я так и знал, что напьюсь этой солярки, блин. Хьюстон, у нас проблемы. Сейчас может заведется. Еще недавно мы ехали по жесточайшему снегопаду, а сейчас прям солнышко выглядывает. И много снега. Ну его немного, но все равно интересно. Но снег очень тяжелый сегодня. Снег мокрый и, ну,
тяжело ехать в машине. Пустили колеса, эффекта сильного нету, к сожалению, потому что маловато веса. Мы чуть-чуть пригрузили снегом, конечно, но все равно это ни о чем. Попробуем испытывать здесь. Здесь мы гоняли на Зеломане. Зеломан здесь показывал очень хорошие результаты. Он просто разрывал эту снежную пелену. Ну, посмотрим, как будут вести себя наши сегодня испытуемые экземпляры. Колхида меня пока что вообще не впечатляет. От слова совсем. Ваше мнение вы обязательно пишите в комментариях. Сейчас же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мне будет приятно, а также интересно послушать, что вы думаете об этих экземплярах. Сейчас вы видели, в том месте, где я чуть-чуть подзасомневался, шишига просто прокатилась на холостых. Сейчас попробуем вот здесь. Местечко очень интересное, такое, блин, серьезное. Если Леша сможет подобраться, это будет серьезный результат. Зеломан здесь поднимался. Смотрим. Ну что, чуть не чуть, но Колхида заехала. Блин, тяжело ей было. Я, если честно, сомневался, что она заедет. Ну, заехала. Сейчас попробуем дальше, попытаемся испытать, потому что там чуть рядом есть еще побольше ямочка. Немножко подзасомневалась Колхида, но включил блокировку, и она поехала. То есть, но она едет чуть слабее шишиги, и это однозначно. То есть, пока что мы будем продолжать экспериментировать, но и посмотрим, что будет дальше. Зайца не видел? Какого зайца? Ну, С ушами? точно. В кабине сидеть — это
страшно. Там, я думал, просто вывалюсь. Снаружи тоже страшно выглядит? Не, нормально так. Это было газ в пол на второй передаче. Какие у нас пониженные или повышенные, мы не знаем, но сейчас вот нужно мне переключить, и тогда я пойму, на каких мы все-таки ездим. Я думаю, это повышенные. Вот классно. Да, погодка классная, давай здесь попробуем. Здесь более затяжной. Да. Да, здесь более затяжной подъем, и, возможно, здесь будут больше проблемы Я возникать. сначала попробую на первую пониженную, потихонечку посмотрим. Шансов ноль. Ну давай попробуем. Ну подъем здесь, друзья, в рост человека, чтобы вы понимали. Колхиду очень сильно снесло, я вижу, и реально... Опа. И реально здесь она так испытывала трудности. Ну хотя Шишига тоже с первого раза не заскочила. А потом Леша разогнался и стало нормально. Колено болит. Какая прекрасная погода. Вот, ну прям только что шел дичайший такой ураган какой-то, а сейчас вот, ну, кайфуем. Еще чуть-чуть мы поиспытываем нашу технику, а потом у нас будет обед, да? Это самый интересный этап покатушек. Сейчас нам нужно в коробке перекинуть с повышенных на пониженные. Наверное. Мы что-то с Лешей испытывали это дело, но я не совсем понял. Сейчас мы перекинем, вот, и потом определимся. Все-таки пониженные эти работают, не работают, непонятно. В общем, нифига я не почувствовал с этой пониженной и повышенной, ни хрена он не вытягивает все равно. Ну, по-моему, одинаково, не должно быть такого. Либо она у нас не работает, либо надо еще чуть-чуть поиспытывать, потому что мне показалось, как будто она еще быстрее начала ехать, если честно. Ну, есть такое. Тогда я на второй вытягивал, вот там на второй он валил, а сейчас он на второй не вытянул. То есть, возможно, все-таки у нас была пониженная. Ну, будем разбираться. Это не пониженная, повышенная, а это просто делитель. Включен, не включен. Но вот сейчас Колхида начала выступать чуть-чуть тоже получше, когда мы спустили шины. Мне как-то больше нравится. Видишь, как она заезжает? Ну, попробуй ты на Шишиге, как у тебя здесь получится. Накосячил Леша. Ну. Не вытягивает Шишига, как всегда, проблема мотора. Шишиги бы вот чуть-чуть мощнее мотор, это была бы топовая тачка. И тормоза пневматические отвела. Но, в принципе, заехал, самое главное. Настроение хорошее, погода, в принципе, хорошая. Дима тоже довольный. Ну, а Леша развлекается. Катается себе. Ты видишь, Дима, как Леша развлекается? То есть вот чудит все, ему главное погонять, погазовать. Студент. Студент, да, молодой. Жены нету. Накосячив. Не. Так было задумано.
что Шишига валит. Ну вы видели, да? Шишига выбралась из лужи. Это очень хороший результат. Лужа там прям сочная такая, на пределе возможностей ГАЗ-66. Сейчас мы попробуем туда на Колхиде. Здесь вот у нас есть тоже болотистое место такое, в котором Шишига тоже так провалилась. Вот посмотрим, как здесь себя будет вести Колхида. Здесь вот Шишига прям провалилась так немножко на подъезде к луже. Сейчас мы пробуем здесь на Колхидке, а потом попробуем в ту лужицу. Но здесь болотистая местность, рядом река плывет и вот такое болотце. Недолго музыка играла, Колхида даже не доехала до места, где чуть-чуть провалилась Шишига. Просто передний мост моментально провалился под снег, а Шишига, чтобы вы понимали, вот здесь проехала вообще без проблем. В болото этой машине нельзя однозначно. Ну что ж, катались мы катались, друзья, и видите, что произошло. Застряла и Колхида, и Шишига. Цепляемся металлическим тросом за Колхиду, за Шишигу и за дерево. И через блочок по чуть-чуть, потому что колеса передние провалились полностью. Зад тоже уже проваливающийся такой на подходе. И усилие здесь будет очень серьезное. Ну и Колхида, видите, нельзя ей в болото. Она даже не смогла доехать до опасного места. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь, но так высока. Так, все, можно натягивать-то.
друзья, ну у нас обед. Колбаска, хлебушек, майонез и костер, конечно же, обязательный атрибут. В общем, настроение хорошее, кушаем. Ну и вам, естественно, тоже приятного аппетита, если вдруг вы кушаете перед экраном вашего телевизора. Ой, красота какая. У нас опять хорошая погода, вон даже уже солнце выглядывает. Настолько у нас сегодня переменчивая погода, что просто капец. Но какие выводы можно сделать по Колхиде? В болото ей вообще нельзя. По всем параметрам она проиграла сегодня, я считаю, Шишиге. К сожалению, я почему-то возлагал на нее надежды и зря с Лешей спорил. Да, Леша? Шишига тачка. Дима, а ты что думаешь? Шишига ракета. Даже как-то на ней не страшно куда-то ехать. На Колхиде нужно пройтись, посмотреть, почва какая. На Шишиге бух-бух, если где-то подсел заднюю и назад. Но в целом, конечно, Колхида интересная машина, но не сбалансированная абсолютно. Она должна выполнять свою роль сельхозмашины, и по сути она для этого разрабатывалась, и, наверное, это самый оптимальный вариант для использования этой машины. Все, сейчас пожарим чуть-чуть салка и будем продолжать наши испытания. Вон там еще есть одна горочка. Зараза, все равно. Ну, значит, преимущество. Ей здесь намного легче заехать, чем Колхиде было. Ну что ж, друзья, опять Колхида врезала дуба, блин. Что-то не то с ней. Я не знаю уже, что с ней. Убрали отстойник, все равно хрень какая-то. Ну, сейчас прокачаем, подкачаем. И я вот вижу, где у нас, видите, косячок есть. Мотор бьется о кабину. Видите, причем так серьезно бьется. Там я в бак дунул, но в этот раз не помогло. В прошлый раз я дунул в бак, и все поехало. Нашли причину. Вон забито отверстие полностью. Наглухо. Видно, надеюсь, вам. Результатом отсутствия нашего отстойника стало то, что у нас забивает помпочку. Крупный мусор застревает в шланге, в клапане, и помпочка перестает качать. Сейчас мы все продули, все прокачали. Ну, поедем. Вопрос только, сколько мы сможем проехать. Нету ответа. Но будем надеяться, что все будет нормально. Сейчас моя задача это запустить мотор и поедем, испытаем. Там еще у нас есть такие канавки. Там, где Зиломан проезжал. Попробуем там проскочить. Ракета! Погнали! Друзья, сейчас мы попробуем переехать вот эту канаву. Она большая, наверняка камера не передает, но на Зиломане мы здесь гоняли. Здесь было очень тяжело ему. Ну, Шишига попробует сейчас. Если она проедет, будем пробовать на Колхиде. Если нет, то не будем. Можно попробовать там на Колхиде. Колхида пройдет. Мне тоже так кажется. Но здесь прям серьезный уклон. Наверное, вряд ли. Наверное, вряд ли. Мотора, если хватит, да? Не копай, Лёш! Ой, все. Сила. Но Колхида здесь не проедет. Сейчас попробуем на Колхиде вот там. Если она там проедет. Но здесь однозначно она упрется геометрической проходимостью своей. 100%. Ну а Шишига делает вещи. Да, Дима? Конечно. Прям не верится, что это возможно было. Бляха, это пушка!
Колхиде мне прям страшно. Вот здесь Колхида проедет. Вот здесь она проедет. Наверное, мы так и попробуем. Там, а потом сюда. Я думаю, должно бы она проехать. А здесь шансов у нее точно нет. Да. Да, копает. Ой, не-не-не-не! Стой! Внезапно, друзья, метель. Ну, короче, Колхиды шансов ноль. Шишига катается вот так вот, блин. А Колхида вообще что-то как затрещало, когда я передом стал. Что-то там вообще некрасиво. И мы цепляемся бампером, мы просто можем остаться без радиатора и без воды. Поэтому пока что сейчас цепляем трос, выдергиваем Колхиду туда. Я думаю, шишигой мы ее сейчас вырвем. И это ужас какой-то, что-то происходит, блин, метель. В общем, там вода ручьем текет, друзья, непонятно. Либо снегом забило весь радиатор, вот так забит снегом. Либо снег тает, либо у нас проблема с радиатором. Сейчас будем смотреть, еще зацепить не могу, блин. Что-то нифига не получается. Крюк вынуть. Ой, не крюк, а палец. Вот, в общем, такая себе ситуация, блин, не очень хорошая. Разбабахали радиатор, скорее всего. Сейчас я долью воды, и мы будем пробовать вырываться, потому что будет тяжело нам добраться до дома с таким сильно текущим радиатором. Вряд ли доедем. Ну надо знаю, быстрее, будем пробовать. надо ехать быстрее. Ну что ж, друзья, вот таким способом мы возвращаемся домой, темнеет. Шишига по бездорожью тянуть Колхиду не может. Нам еще вот нужно проехать здесь, но, наверное, поедем мы по дороге, по нормальной. Потому что по этой дороге мы точно тут не проедем таким образом. Ну, воды там нету, это точно. Но у нас есть вариант залить воды, то есть, ну, накачать воздух. У нас проблема, что сейчас закончится воздух. Вот, и она растормозится. Пока что она еще едет. Но не знаю, сколько она протянет. 20-ка воды у нас еще есть. Сейчас, наверное, зальем 20-ку, и я покачаю воздух, накачаю, и мы потом либо перед деревней там зальем, чтобы мы там ехали. Может попробуем? Нормально. Там можно подогнуть обратно, чтобы не так лилось? Ну тут не вижу я конкретные проблемы. Не видно. Именно, что бачок здесь где-то отлетел. Ну, Оно да. прям тут такое... Вентилятором, да. Здесь вентилятором, в общем, побило эту нашу всю конструкцию. Ну, ладно. Будем продолжать движение. Главное безопасность, поэтому потихоньку, помаленьку будем пытаться ехать. Ну что ж, ехали и приняли решение, что нужно нам все-таки менять коней. Хоть их на переправе и не меняют, но нам приходится, потому что воздух мы не накачаем от шишиги, у нас нету ни шлангов, ничего. Скорее всего, съездим сейчас за Уралом, возьмем жесткую сцепку и затянем Колхиду на базу. Наверное, это будет правильное решение. Вот. Ну, а пока что перегружаемся, прыгаю в кунг и едем на базу. Колхида остается здесь.
Так бывает. Первый раз у нас ситуация, когда нам приходится вот что-то, блин, какие-то мега-схемы придумывать. Друзья, возвращаемся, решили все-таки ехать. Да, Леша в Кунге едет. Надеюсь, он там сел хоть? Дима, он сел? Подождет, если что там. Ну, в принципе, да. Но не бежит вроде. Сейчас въезжаем на Урале, положили все необходимое с собой. Шланги, воду взяли 40 литров. Ну и поедем спасать Колхиду. Нашу девочку. Колхида наша никуда не исчезла. Отлично! Сейчас мы тебя заберем, родная наша. Чуть-чуть сломалась, но бывает всякое. В этот раз нас выручает Урал, да? Ну, по сути, он такой, как и Шишига. Машина всегда спасающая всех. Безотказная. Мы не застрянем, не бойтесь. Что с дровами лежит, мешает нам. Так, все, мы на месте. Сейчас наша задача: от Урала накачаем воздух. Нам его теоретически до дома хватит. Потом заливаем воду. Я еще запускаю мотор, чтобы нам немножко протянуть его с воздухом, чтобы он тоже подкачивал. И в принципе, я думаю, долетим. Здесь не особо далеко. Потихоньку, помаленьку долетим. Давай, давай! Оп! Ну что, наконец-то мы добрались. Колхида у нас ранена, но не убита. И вы знаете, как всегда, в принципе, мы сегодня убедились в том, что советская техника, она никогда не бывает полностью исправна. И никогда она не бывает полностью обездвижена или еще что-то такое. Ну или сломана полностью. То есть всегда пытается ехать. Но Колхида показала себя, конечно же, с худшей стороны, к сожалению. Я почему-то на нее возлагал надежды какие-то. Меня вообще видно, друзья? Пишите в комментариях, видно или нет. Ну, надеюсь, хотя бы слышно. Вот. Ну, Шишига показала себя, конечно, топовая тачка. Везде и во всем, по сути. Идеальная развесовка, идеальная везде. И свесы, и все. А мы как уперлись этим свесом, блин. Вон мы чуть доехали. Уже 7 вечера, наверное, может даже 8. Не знаю. Все. Огромное спасибо, что вы были с нами. Я вам желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ, всего наилучшего. Не забывайте поддерживать нас. Залетайте по ссылкам. Ну, а мы отправляемся наконец-то домой. Всем еще раз спасибо и всем пока.